Доброго времени суток, дорогие наши зрители! Сегодня канал Masters of Body представляет вашему вниманию пятерку самых интересных упражнений, на наш взгляд, для прокачки грудных мышц. На примере тренировки Андрея Шарапова мы попытаемся вам объяснить и аргументировать, почему именно эти упражнения и почему именно в таком порядке мы их выставили. Объяснить нюансы каждого из упражнений, плюсы и минусы техники, подхода и повторений. Итак, первое упражнение в нашем топе – это жим гантелей под обратным углом. Почему именно это упражнение? Взять, например, Андрея Шарапова. Он в этом спорте уже очень давно. И такое упражнение, как жим штанги лежа, для многих спортсменов топ-уровня является очень травмоопасным. Мышцы у этого человека достаточно сильные, и если взять реально адекватный рабочий вес на штанге, то он, возможно, даст больше вреда, нежели пользы. Например, если Андрей пожмет свою нормальную штангу килограмм 110-120, грудь, конечно, хорошо воспримет, но плечевые суставы спасибо не скажут. Итак, почему же это не штанга, мы разобрались. Теперь попробуем разобраться в больших плюсах именно этого упражнения. Во-первых, траектория работы с гантелями более щадящая для сустава. Спортсмен может вывести их таким образом, чтобы минимизировать опасную, болевую, некомфортную нагрузку на плечевой пояс и на локтевые суставы. Итак, самое огромное преимущество этого упражнения – это траектория. Обратите внимание на работу грудной мышцы. Обратный угол плюс разведение и сведение к центру помогают проработать 2/3 грудных. То есть максимальный объем дает именно это упражнение, в отличие от штанги, от любых других углов наклона. То есть вот оно, это все работает. С наружной части и до центральной, до средней. От наружного прикрепления и до нижнего, до среднего. После выполнения 4-5 подходов упражнения в такой технике под обратным углом, с хорошей траекторией, медленной, большой амплитудой, грудь получает такое колоссальное утомление, вся практически, максимальная часть, что последующие упражнения будут просто продолжать этот разгон, просто будут ее добивать. Второе упражнение в топе наших упражнений – это, конечно, жим штанги, куда же без нее. Но разница в том, что выполнив предыдущий жим гантелей и максимально нагрузив почти весь объем грудных мышц, штанга будет заведомо с меньшим весом. И вред для плечевых суставов и для локтей будет гораздо, его практически не будет. А верх грудных, почему мы делаем под углом, головой вверх, будет продолжать убиваться, нагружаться, то есть как раз работает та часть, которую мы не доработали в предыдущем упражнении. Темп максимально подконтрольный, для плечей все комфортно, для локтей тоже, а грудь продолжает уничтожаться. Жим лежа никто не отменял, единственное, мы его чуть-чуть поменяли местами. Итак, мы продолжаем прорабатывать верхнюю часть грудных. Вторым топовым упражнением жим штанги лежа. Напоминаю, угол 30 градусов, вес всего 60 килограмм. Но, судя по лицу Шарапова, ему хватает. О, да. Он еще разговаривает, будем добавлять. Жим есть жим. Хочется обратить ваше внимание именно для кого и для чего мы переставили эти упражнения местами. Почему начали с жима гантелей и почему не исключая жим штанги, но ставим его после. Для начинающих спортсменов, когда стоит вопрос о общем повышении силы, силовой выносливости, мышечной массы, естественно, жим штанги будет предпочтительней. Он заставит работать и плечи, и трицепсы, и грудные мышцы, и все на свете.
А так как я уже сказал, спортсмен с большим опытом, любой спортсмен, либо же спортсмен возрастной, который даже может быть начинающим, но у него уже есть риск травмировать плечевые суставы и локти, то для такой категории людей сам по себе жим гантелей будет более щадящим и работает по принципу предварительного утомления. То есть, убив мышцу жимом гантелей, более безопасным упражнением, мы переходим к базисному упражнению. Исключать его нельзя из системы. Я пробовал, наблюдается через месяц работать без штанги, все-таки откат небольшой. Поэтому мы его вставляем. Но вторым, третьим не исключая. Иногда можно от него отдохнуть, иногда можно его поставить первым, но не доходя до максимальных весов. Все-таки это упражнение базисное, оно и было, и есть, и будет им. Поэтому в данной тренировке оно второе. А так каждый человек, начинающий он, либо продвинутый, определяет эту очередность для себя. Поэтому прошу не забывать, что это все-таки топ-пятерка. Менять местами можно, упражнения никто не возбранял, но индивидуальный подход тоже никто не отменял. Третье упражнение в нашем сегодняшнем топе — это, конечно же, брусья. Какое бы оно ни было спорное, это упражнение, но после двух предыдущих здесь не нужно цеплять никаких отягощений. Грудь, трицепс, плечи, все работает собственным весом и получает колоссальнейшую нагрузку. Игнорировать ее нельзя, добавлять это упражнение время от времени надо. И его эффект никто не отменял. И всего лишь 10 раз я доволен. Четвертое упражнение в сегодняшнем топе — это, конечно же, разводка. В данный момент это упражнение мы делаем суперсетом с брусьями. Так как это упражнение изолированное, обратите внимание, угол мы опять взяли небольшой, вертикальный, в данном случае 20 градусов. Андрей за счет доворота кисти еще больше увеличивает амплитуду в этом упражнении. И таким образом в брусьях и в разводке мы цепляем опять нижнюю, среднюю, верхнюю, то есть все части грудных мышц. Большинство ребят любят делать отжимания на брусьях с отягощениями. Оно и понятно, упражнение очень мощное, многосуставное, цепляет максимально весь грудную часть, плечи, трицепсы. Но, как я уже говорил ранее, для спортсменов бывалых, работа с отягощением именно в брусьях может пагубно сказаться на плечевых суставах. Они у спортсменов больше всего подвержены травматизму. То есть ключица, локти. А выполняя это упражнение в программе третьем или четвертом, я иногда его делаю последним, то есть эффект для мышц получается тот же самый, что от отягощений. То есть, используя предварительное утомление от других упражнений, то есть мы не нуждаемся в дополнительном весе, там, гире в какой-то или в блине между ног, а эффект получается тот же. Минус риск травмоопасности для плечевых и для локтевых суставов. Максимально задействуется нижняя часть. Максимальная амплитуда. Без каких-либо отягощений. 8-10 повторений и грудь убита. Хочу обратить ваше внимание отдельно на разводку. Естественно, это упражнение можно делать под любым углом. Горизонтальное, вертикальное. Мы меняем акценты, меняем точку приложения силы. Почему мы делаем его в связке с брусьями? Здесь мы используем суммарный объем работы. 10 повторений на брусьях. И в итоге нам не надо делать много повторений в разводке. То есть достаточно небольшим весом, выполняя повторений 10, в сумме мы получаем 20. Это дает достаточно сил, достаточно большую нагрузку для проработки грудных мышц, но при этом вес на разводке не такой большой, который мог бы быть травмоопасным при большой амплитуде для плечевых суставов. Итак, мы дошли до пятого упражнения сегодняшнего топа прокачки грудных мышц. Естественно, все 5 упражнений не могут быть базовыми, все 5 не могут быть массонаборными. И, как правило, в любой нормальной тренировке используются тренажеры, блочные приспособления, машины Смита и тому подобное.
Мы сегодня будем использовать сведение в кроссовере, блочная рама. Почему это упражнение, почему не другое? Во-первых, в предыдущих упражнениях очень сильно устал трицепс. Поэтому жим в машине Смита, допустим, или жим в хаммере уже будет не столь эффективен для грудных. То есть будут больше убиваться дельты и будут убиваться трицепсы. Почему не грудь-машина, например, которая, казалось бы, тоже обеспечивает сведение, четкая фиксация средней части, кое мы хотим добиться именно в тренажере. Почему не грудь-машина, почему здесь? Это упражнение по биомеханике является более сложным, так как в нем больше степеней свободы. Соответственно, будет больше работать стабилизаторов, сателлитов, тех маленьких наших запчастей, которые будут обеспечивать весь этот плавный ход всей траектории. Оно является одновременно и более сложным, тренажер, грудь-машина, и в то же время оно позволит нам отключить трицепс, акцентировать внимание на сведении средней части грудной мышцы. Благодаря наклону корпуса спортсмен может подобрать себе оптимальную траекторию, то есть немножко ниже, немножко выше, и направить работу именно на ту часть, которая у него, по его мнению, больше отстает. То есть подрезать низ, например, да, прорисовать средняя часть прикрепления грудных мышц. Вот. И, естественно, благодаря обилию блоков, сам ход этого тренажера будет максимально безопасен для плечевого пояса, то есть он мягкий, если кроссовер, конечно, у вас хороший. Ход мягкий, плавный и безопасный, так как упражнение уже пятое, и грудь, плечи максимально устали, поэтому мы выбираем именно это упражнение. Как вы можете видеть, пиковое сокращение мышца испытывает в нижней точке траектории. Вверху максимальная растяжка, как я уже сказал, безопасная для плечевого пояса. Внизу пиковое сокращение. Такого сокращения свободным весом добиться невозможно ввиду работы трицепсов. Здесь постоянная направляющая по траектории сведения блоков заставляет в нижней части мышцу быть максимально напряженной от самого верхнего до нижней части. Как вы можете видеть, спортсмен может в каждом подходе менять траекторию сведения. Первый подход блоки стояли выше, второй подход Андрей их опустил ниже. Тем самым каждый подход он не повторяется. Мы смещаем акцент, обеспечиваем максимальный налив, максимальную проработку всех участков. От нижнего к верхнему и наоборот. Третья вариация. Андрей отошел за блоки. То есть вы можете видеть максимальную вариативность возможностей выполнения сведений в блочной раме. Как я уже сказал ранее, в других тренажерах это сделать более проблематично, а здесь полет вашей фантазии не имеет границ. И основываясь на собственных ощущениях, вы меняете угол наклона, положение корпуса относительно блоков, темп, высоту, вес. То есть все для вас. Мы предоставили вашему вниманию 5 топовых, на наш взгляд, упражнений для прокачки грудных мышц. Хочется обратить особое внимание на то, что это наше мнение, оно может быть субъективно, может быть не всем нравится, не всем подходит, но основано на нашем 20-летнем опытом, Да. Вот. Не только на нашем, но и на наших клиентах, которых мы потренировали успешно, десятки, сотни, не знаю, много уже. Которых не поломали, ничего неплохого Да, не самое сделали. главное, то есть достижение, это не медали людей, которые добились на соревнованиях, как некоторые тренера вещают, а это целые сохраненные жизни, сохраненное здоровье наших подопечных. Вот, еще раз, то есть 5 упражнений, на наш взгляд, опробованные нами за многие годы наших тренировок. Еще раз хочется отметить, что ваша вариативность в ваших руках. Естественно, инструментов в залах много, тренажеров много. Вы можете экспериментировать максимально, как вам это нравится. Главное, чтобы ваш выбор всегда был осознан, чтобы вы знали, что вы делаете, для чего вы делаете, и понимали это для себя. Не для тренера, не для соседа, не для товарища, а для себя самого. Ответьте на вопрос, почему я выбрал это упражнение, почему не другое и так далее. То есть пробуйте, экспериментируйте, задавайте вопросы, если они у вас возникают.
пишите нам, ставьте лайки, подписывайтесь. Всегда ваш Masters of Body. Константин Андрей, и Дмитрий. Master of Body, Old School.